Гюльфем Хатун – женщина, чье имя в истории Османской империи часто остается в тени Великой Хюррем. Но именно она была одной из 4 самых близких наложниц Сулеймана Великолепного. О ее происхождении спорят до сих пор. Была ли она из деревни Карахисар или приехала из Польши или Сицилии, точно не знает никто. В 1513 году, когда Сулейман был еще шейхзадей в Манисе, она родила ему сына Мурада. В гареме того времени Гюльфем занимала особое положение. Интересный факт из архивов. Ее жалование составляло 6 акчей в день, в то время как знаменитая Махидевран получала всего 4. Это говорит о том, что Сулейман ценил Гюльфем гораздо выше, чем нам привыкли показывать в кино. Мало кто знает, что, вопреки сериалам, гарем долгое время находился не в Топкапы, а в Старом дворце, в 2 километрах от резиденции султана. Это была огромная территория с садами и даже дикими животными. Именно там Гюльфем пережила свою главную трагедию. В 1521 году ее сын Мурад умер от оспы. Она потеряла шанс стать матерью будущего султана, но не потеряла доверие Сулеймана. Пока Хюррем и Махидевран вели ожесточенную войну, Гюльфем проявила мудрость, она приняла сторону Хюррем. Они стали союзницами, и в архивах сохранились письма Хюррем, где она обращается к Гюльфем как к равной. О близости Гюльфем и Сулеймана лучше всего говорят их письма. Они переписывались даже тогда, когда султан был в походах. И в одном из таких писем описан случай, который сделал Гюльфем настоящим шутом в глазах двора. Сулейман прислал ей подарок из похода – иностранный одеколон. В те времена это была редкая диковинная вещь. Гюльфем, не зная, как пользоваться парфюмом, решила, что это изысканный напиток. В своем письме султану она признается в неловкости. «Я сразу выпила присланный одеколон. Вы бы видели, в каком я была состоянии. Вы сделали из меня полного шута». Только представьте, уважаемая Хатун, мать шейхзаде, по ошибке выпивает флакон духов. Над этой ситуацией потешались все, но то, что она честно и с юмором написала об этом падишаху, доказывает, между ними была невероятная степень доверия и душевной близости. Гюльфем была не просто подругой Сулейману, она была финансовым доверенным лицом. Она докладывала султану даже о Хюррем, когда та потратила почти все выделенное ей золото перед походом в Венгрию. К 1552 году ее статус подтверждался деньгами, ее содержание выросло до 150 акче в день. Это колоссальная сумма для женщины, у которой не осталось детей. После смерти Хюррем именно Гюльфем стала единственным человеком, с кем стареющий Сулейман проводил долгие вечера за разговорами. Но даже такая преданность не спасла ее от гнева Сулеймана. Гюльфем мечтала построить благотворительный комплекс в Ускюдаре, мечеть, школу и больницу. Ей не хватало денег, и она совершила роковую ошибку – начала брать плату с других наложниц за право пойти к султану вместо нее. Когда Сулейман узнал об этом, он впал в ярость. В 1562 году Гюльфем была казнена, ее задушили шелковым шнурком. Только позже султан узнал истинную причину ее поступка и горько раскаялся. Он сам достроил ее мечеть, где она и была похоронена. На ее надгробии высечено слово «шахида» – «мученица». Гюльфем прожила печальную, но мудрую жизнь. Она сумела выжить в змеином гнезде гарема, сохранить дружбу с Хюррем и остаться верным советчиком султана до самого конца, несмотря на нелепые случаи с одеколоном и трагический финал.